Знакомая вещь. А это, а это, а это. Мы пользуемся ими постоянно и почти не задумываемся о том, что все эти вещи кто-то когда-то изобрел. И микроволновка, и чемодан на колесах, и множество других изобретений были запатентованы в США. Америка стала страной, которая ассоциируется у нас с передовыми технологиями. Так можно ли назвать американцев нацией изобретателей? И смогла ли Америка сохранить свое технологическое лидерство в новом веке? Давайте разберемся вместе. Открой Америку. Бизнес и технологии в США. От Франклина до Маска. Краткая история технологического успеха США. Америка еще не дала миру ни одного хорошего поэта, ни одного способного математика, ни одного гения в каком-либо виде искусства, в какой-либо отрасли науки. Такой приговор выносит стране французский аббат Рейналь в 1774 году. До обретения независимости Америка не воспринималась как серьезный соперник европейскими державами. Екатерина II, к примеру, видела в Америке конкурента по поставкам сырья и даже не помышляла, что оттуда в Европу может прийти что-то высокотехнологичное, более сложное, чем корабельные сосны. Британская империя, опасаясь конкуренции, запрещала своим колониям экспортировать товары, произведенные из железа, шерсти и даже шляпы. Но стоило колониям обрести независимость, все ранее запрещенные формы деятельности расцвели пышным цветом. Американцы принялись наверстывать разрыв в области технологий, и в стране появились первые изобретатели. Фермеры изготавливали весьма замысловатые сельскохозяйственные приспособления, ведь другого способа получить их в Америке просто не было, только изобрести. Изобретательство и становление новой страны шли рука об руку. Когда отцы-основатели США писали Конституцию, они приостановили свою работу на день, чтобы съездить и посмотреть на испытания нового чуда техники – парохода, сконструированного Джоном Фитчем. Вдохновившись увиденным, они записали в Конституции, что Конгресс должен содействовать развитию науки и полезных ремесел, а права изобретателей должны быть защищены законом. Сам Джон Фитч денег на внедрение своего изобретения так и не получил, но зато проложил дорогу к успеху для следующего поколения изобретателей. Постепенно в Америке начинается расцвет изобретательства. Предвестником изобретательского бума стал Бенджамин Франклин, не только отец-основатель, чей портрет украшает 100-долларовую купюру, но и изобретатель громоотвода. В XIX веке изобретательство стало национальной идеей. Новые разработки не просто приносили деньги, они увековечивали имена своих создателей. Машина для очистки хлопка стала машиной Уитни. Усовершенствованная механическая мельница – мельницей Эванса. Слава изобретателей была заслуженной, изобретения переворачивали жизни целых поколений. Часовщик из Коннектикута Илай Терри начал производство дешевых каминных часов, собираемых из стандартных взаимозаменяемых деталей. До Терри часы были предметом роскоши, который могли приобрести только состоятельные американцы. Теперь же сложная техника вошла в повседневную жизнь простых людей, которые получили возможность определять время не по солнцу, а по стрелкам на циферблате. Так Терри стал Стивом Джобсом своего времени. Пример Терри вдохновил Ламберта Хичкока. Его фабрика, производившая сборную мебель из взаимозаменяемых деталей, фактически стала Икеей начала XIX века. Комплект деталей для самостоятельной сборки стульев стоил всего $1,5, и хичкоковский стул вскоре появился в тысячах американских домов. Однако не у всех инноваторов была предпринимательская жилка. Основатель журнала Scientific American Руфус Портер придумал прототипы множества вещей будущего, от стиральной машины до пожарной сигнализации, но многие из них не довел даже до рабочей модели. А права на спроектированную им вращающуюся винтовку продал Сэмюэлу Кольту за какие-то $100. Страсть к изобретательству в Портере была сильнее желания заработать. Получение патентов поначалу было простым делом. Достаточно было принести заявку в Госдепартамент США. Патентами изначально заведовал он. Но уже в 30-е годы XIX века ведомство оказалось завалено заявками на усовершенствованные молотилки и самогонные аппараты. Для обработки заявок был создан патентный офис. К тому времени счет оформленных патентов шел на десятки тысяч.
Люди стали понимать, что на патентах можно заработать. Удачное изобретение могло кормить человека долгие годы. Срок права изобретателей на продажу лицензий сперва составлял 14 лет, потом был увеличен до 17, а уже в 20 веке — до 20. Одна вовремя запатентованная идея могла обеспечить семью домом с лужайкой и отправить детей в престижный колледж. Все чаще возникают споры об авторстве того или иного изобретения, а в судах все чаще оказываются иски о нарушении патентного права недобросовестными производителями. Начинается эпоха патентных войн. В одной из них участвовал пионер телеграфной связи Сэмюэл Морзе. Свое изобретение он обложил настолько жестким патентом, что на много лет затормозил прокладку телеграфных линий в США. Морзе утверждал, что владеет правами на использование электричества для передачи сигналов на любое расстояние. Верховный суд США с этим не согласился. Дело о телеграфном патенте стало поворотным в истории изобретательства. После него патенты стали выдавать не на абстрактные идеи, а только на конкретные практические разработки. Для создания рабочих прототипов требовались большие деньги и мощности, недоступные изобретателям-одиночкам. Поэтому с 70-х годов XIX века на смену личному изобретательству приходит коллективное. Первым технологическую лабораторию создает Томас Эдисон, оформивший на свое имя более 1000 патентов. По его примеру, научными разработками начинают заниматься корпорации вроде General Electric. А следом, начиная с 20-х годов XX века, появляются исследовательские университеты. Изобретатели-одиночки, конечно, никуда не уходят, но соперничать с большими лабораториями и корпорациями им становится сложно, как в разработках, так и в юридических битвах за патенты. Коллективные разумы и передовое оборудование выводят изобретательство на новый уровень. Один только промышленный гигант Дюпон в 20 веке успел разработать и запатентовать десятки полимеров, в том числе нейлон, лайкру, неопрен, который мы носим, тефлон, на котором готовим еду, и кевлар для бронежилетов. Они же создают фреон, который до сих пор повсеместно используется в холодильниках. Эра охотников за патентами закончилась, но дух изобретательства продолжает жить в индустриальных парках вроде Кремниевой долины и в исследовательских университетах, в США их более сотни. Один из крупнейших — Массачусетский технологический институт, лидер в области робототехники и искусственного интеллекта. Выпускники MIT основали более 30 тысяч компаний, чей суммарный доход почти $2 триллиона. Стартапы стали новой формой современного изобретательства. В них воплотилось то, чего так не хватало новаторам прошлого — сплав идей и инвестиций. Изобретатель 21 века — это визионер, генеральный директор и рок-звезда в одном лице. Это Илон Маск, чьи изобретательские амбиции простираются за стратосферу. Его компании создают не только электромобили, но и шаттлы для межпланетных перелетов. Это Палмер Лаки, который подарил нам виртуальную реальность. Он создал шлем Oculus Rift у себя в гараже, собрав денег на его разработку на краудфандинговой платформе Kickstarter и продал его компании Facebook за $2 миллиарда 400 миллионов. Успехи и неудачи таких предприятий пишут новую главу в истории изобретательства. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom.